Добрый день! Хочу вас всех поздравить с Новым годом, с Рождеством, пожелать вам здоровья и всего самого наилучшего. Сегодня у меня такая работа: классические брюки, и нужно убрать в поясе. Есть небольшая разница в обработке джинсов и классических брюк. По ходу работы я вам объясню эту разницу. Итак, я распорола пояс до шлевок, разрезала пояс посередине, отмерила с одной стороны половину того, что надо забрать. Отмерила все по средней линии, по шву сиденья. Теперь разница между джинсами и между классическими. Вот здесь шов сиденья всегда длиннее, чем в джинсах. И когда вы забираете по шву сиденья, тогда увеличивается этот шов сиденья. И, если сказать грубо, мотня будет низкая. Вот. И не всем мужчинам это нравится. Да это и некрасиво. Что мы делаем? Мы отмеряем шов сиденья прежний и отмеряем шов сиденья, который у нас будет. И на задней половинке брюк отмеряем разницу. И вот такой клинышек у нас получается. Если вы опасаетесь и не хотите срезать, вы это просто оставляете как клинышек. Оверложите вот здесь, вот обработаете кусочек. Ну и оставляете как клинышек. Я буду срезать, потому что парню это не надо. И вот видите, здесь я даже прибавила полсантиметра, потому что у него шов сиденья не так был длинноват. Ну, теперь будем заканчивать. Я все сколола иголками, подогнала все линии и теперь начинаю строчить. Нитки у меня 40-е, иголка 40. Шов сиденья. Я его сразу подрезаю. Мне эти запасы ни к чему. А если вы не хотите, вы можете оставить. Я редко оставляю запасы, обычно, смотря кто дает заказ. Если это пожилой человек, я запас обязательно оставлю. А если молодой парень, я не оставляю. Строчу 2 раза. Обязательно. Иногда даже 3, смотря какая ткань. Эта ткань не стречивает. Немножечко подтягиваю здесь, где изгиб. Сейчас пойду оверложу. Продолжим дальше. Сейчас оверложу средний шов. У меня стоит 3 нитки. Получается вот такой аккуратненький шовчик. Сразу возьму оверлокон здесь. Это шаговый шов. Сразу я его оверложу, чтобы несколько раз не подходить к машине.
Здесь после того, как вы вот там подрезали шаговый шов, немножечко получается посадка впереди. Но это не проблема, она сутюжится, потому что это по косой. Очень маленькая посадка, буквально на 0,5. Разутюживаем средний шов. Я его тоже подрезала. Так. Теперь оттягиваем немножечко средний. Обязательно. Вот в этой части слегка, вот где надо. Немножечко оттягиваем шаговый. Заодно и то, что у нас перепосадилось, мы уберем. Слегка, вот здесь оттягиваем, слегка, много не надо. Убираем вот эти хвостики. Шов у меня отстрочен, оверложен. Осталось закрепить вот эти вот от оверлока ниточки, и можно будет приступать к нашему поясу. Вот здесь по переду и по спинке, по заду, скажем так, была отделочная строчка в край. Сейчас я ее прострочу. Строчку сделаю мелкую, потому что она была 3 миллиметра. Сделаю 3 миллиметра и прострочу. Слегка подтягиваю, особенно там, где по косой. Вот видите, как хорошо все сошлось. Теперь приступаем к поясу.
закрепляем нашу шлёпку. Вот она. И прострачиваю. Я ее прострачиваю, чтобы она не ездила туда-сюда, не действовала мне на нервы. Вообще эта работа очень быстрая. Просто я снимаю, поэтому это кажется долго. А вообще-то это быстрая работа. Очень быстро можно сделать эту переделку. И считается не очень сложной. На эту сторону я должна пришить вот эту бирочку. Она здесь была, значит, я ее прямо сейчас пришью. Все прострочили. Теперь заутюживаем шов наверх. И пойдем заканчивать. Так, что мы делаем сейчас? Мы отстрачиваем вот эту строчку, которая пройдет рядом. Вот так рядом пройдет с поясом. Не как отделочная, а как потайная, но которая будет держать нижнюю часть пояса. Строчка будет мелкая, 2,5. Крупная нам не нужна. Будем подправлять все, что у нас тут не так лежит. Вот так прострочили строчку. Видите, не видно. А теперь на место ставлю шлёчку. Несколько раз ее надо прострочить, чтобы она никуда не делась. С этой
сторону. Вот так прострочили. Ну все, закончили. Все нормально получилось. Теперь осталось поутюжить, посмотреть конечный результат. Чтобы уже придать лоск нашей работе, я возьму отпарочку, чтобы ласов не осталось. Итак, работу закончили. Вот наша работа. Получилось неплохо. Заказчик, надеюсь, будет доволен. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Будьте счастливы. До следующих встреч.